Привет, друзья! Итак, вторая часть оснащения маркерного удилища. И сейчас я вам хочу показать, как я буду использовать и что я буду делать. То есть второй год я уже использую плетенку. Маркерное удилище должно быть основная не леска, а именно плетня. Плетню я использую китайскую, покупаю ее с Китая. Здесь у меня 300 ярдов, это 270 метров, 15 ЛБ. А кастинг Мега 8, где-то 750 рублей в районе я ее покупал. Ссылка будет в описании. То есть это будет основная леска. Почему плетня? Потому что плетня не растягивается. И в принципе, почему 15 ЛБ, она здесь получается у меня 0,18, так дальше полетит. Потому что летит все-таки груз, за собой тянет этот поплавок, который всплывает. И поэтому облегчается оснастку именно основную. Именно плетню тонкую ставят, и она летит далеко. Ну, я не слышал, чтобы люди маркерились где-то там в районе 170, поэтому плетню 270 ярдов вам вот так хватит. Даже если ее потом где-то оборвете и укоротите. Но шок-лидер должен быть более толстый у нее. Шок-лидер обычно ставят такой специальный, он конусный, с одной стороны маленький диаметр, с другой стороны толстый там, и он бывает разный, и там в принципе диаметр сечения и по метрам это где-то 15 метров куски. Обычно где-то 4 там, или 10 намоток шок-лидер. Шок-лидер обычно очень дорого стоит. Поэтому я в этом году попал на водоем, и у меня эти шок-лидеры закончились, я оторвал. Мне нужно было перевязать все это. Единственное, что я нашел у себя, я нашел именно леска, это флюорокарбон 0,37. Я ее поставил. В принципе, так же летит, как и конусный шок-лидер, только стоит она дешевле. Размотка здесь 100 метров. Пользуюсь я для монтажей, хоть для именно как раз шок-лидера к маркерному удилищу. Что мне очень понравилось, в принципе, в дальнейшем я решил больше не закупаться отдельно именно конусным шок-лидером, который очень дорого стоит, а использовать дальше же флюорокарбон. Ну, я не кидаю дальше 120 метров, мне супер дальность сильно не нужна, но на это расстояние как раз, в принципе, этот шок-лидер летит, его хватает. И я сейчас покажу, намотаю, ну, уже без вас, наверное, основную вот эту плетню. И потом покажу узлы, как соединять, как, что, зачем крепится. То есть наматываю шок-лидер и потом на катушку показываю, как связать шок-лидер с плетенкой. И уже соединяю потом шок-лидер и вот с этим поплавком, соответственно, с грузом. Итак, погнали. Друзья, смотрите, узел я намотал. Вот у меня плетня. Я ее смачиваю, конец, чтобы он более послушным был. И в принципе вот у меня флюорокарбон 0,37, как я вам показывал. Что я буду делать? Я отмерил флюорокарбон где-то около 8 метров. Мне нужен шок-лидер. Но обычно делают две длины удилища. Я его складываю так посередине. Ну, здесь сколько получается? 1,5-2 сантиметра. Завожу снизу, вот так завожу в петлю. Я завожу прям так побольше, чтобы мне было удобнее. Я потом отрежу. И держу с двух сторон. И начинаю наматывать сразу. Раз. Два. Я обычно делаю 8 оборотов в одну сторону. Вот, смотрите, я намотал. Здесь может плохо видно. Но я в одну сторону по кругу намотал 8 оборотов. И вот здесь прижимаю. Вот снизу заходит. И делаю раз, два, 3 обратных оборота. И завожу в ту сторону, как заходила сюда плетня. Этот узел называется Albright. И начинаю потихонечку вот так стягивать. Естественно, смачиваю все это. И начинаю затягивать по очереди. Не бойтесь, сложный, вот это как раз сложно, он будет очень хорошо держать.
флюорокарбон, ничего с ним не произойдет. Ну и вот, подтягиваю. Вот, с этой стороны я, в принципе, всегда оставляю там, можно не больше 2 миллиметров. Нитка не будет мешать, она будет так же распуститься и будет, в принципе, пролетать. А передняя часть, в которой будет через кольца пролетать, именно вот как раз вот этим. Вот этой частью как раз флюорокарбон сюда. И здесь флюорокарбон я подрезаю уже практически полностью, чтобы он только вот в узлах оказался. И вот здесь так смотрим, все ли нормально. Ну, в принципе, здесь очень хорошо, плотно подрезался он. Все, это узел Albright для очень хорошо привязывать плетню и леску или флюорокарбон, вот как я показал. Дальше у меня идет 4 метра флюорокарбона, 8 метров, извините. 8 метров флюорокарбона через вот это ушко. Вот я пропускаю и делаю вот такой загиб. С этой стороны у меня, ну, вот прилично, да, получается, где-то 25, наверное. Я это делаю для того, чтобы узел. Вы здесь узел можете и нужно привязать вот как раз к этому вертлюгу. Вы здесь этот узел можете делать из чего угодно. Но прежде чем привязать к вертлюгу, я поставлю вот эту резиновую бусинку. Можно любую резиновую бусину ставить сюда. Главное, чтобы она, можно даже твердую, главное, чтобы она работала как отбойник вот здесь. Я потом покажу, когда довяжу все это. Вот. Узел я делаю затягивающий именно для вертлюгов. Мне нужна вот эта длинная вещь для того, чтобы вот так здесь его обернуть вокруг маркера. И делаю следующее. Я вот так завожу этот конец в узел. Потом маркер вот так провожу. И, в принципе, начинаю затягивать. Вот оно. Перед тем, как затянуть, обязательно надо смочить. И за две эти вещи затягиваем. Все, узел отлично держится. Вот эта часть мне сильно не нужна, но так как здесь будет отбойник, ну, я оставлю здесь миллиметра 3. В принципе, оно и так будет, если даже короче. Вот узел такой аккуратный получился. Для чего я резину делал? Для того, чтобы потом закрыть. То есть я закрываю резинкой как раз вот эту часть. И маркер вот здесь не разбивается. То есть я здесь резинку специально ставлю, чтобы вот это керамическое кольцо, вот этот железный вертлюг не выбил. И в принципе маркер вот так работает. То есть он поднимается, когда вы отпускаете, меряете глубину. Или же вы натягиваете, и вот сюда он жестко подходит. И вы понимаете, сколько метров, куда, что, все эти крепления. Вот так, в принципе, маркер на конце удилища и монтируется. Вот так он выглядит. То есть груз, лидкор, пропускное кольцо. И к пропускному кольцу здесь идет маркер и резина. Такой бусинка, отбойник какой-нибудь. Можно такой, продолговатый, можно круглый, это не важно. И в принципе здесь вот маркер поднимается под собственным весом. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, друзья, будет много интересного.